Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор, смотр танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре ПТ-САУ советская 9 левела акционная, которую можно приобрести за жетоны, за боевой пропуск. Сейчас боевой пропуск уже заканчивается, поэтому встает вопрос, а что же брать за жетоны? Стоит ли вообще иметь в ангаре К-91 ПТ? Хороша она, плоха? Ну, давайте разбираться. И начнем мы, наверное, все-таки с бронирования. Тем более, что здесь есть на что посмотреть. Погнали. Итак, вот Collision модель К-91 ПТ. Давайте смотреть. Разделим мы ее все-таки на корпус НЛД, ВЛД, рубка. Вот, и давайте разбираться. Значит, правильно ее поставим. Ну, как-то вот так. Значит, 120 мм в НЛД, в переведенке 157. Ну, картон. Картон реально. ВЛД 140 мм, в переведенке 175. Такая анти-СТ броня. Для 9-8 уровней уж точно. Вот. В основном-то, конечно, в корпус вас будут пробивать. Надгусеничные полки 233, и это уже лучше. Ибо, обычными снарядами восьмерки вас точно сюда уже большинство рвать не будут, СТшки и тяжелые танки. Вот. Касаемо девяток, конечно, уже спорный вопрос. Теперь по поводу рубки. Вот у нас наклонные бронепластины. Давайте сначала их смотреть. 323, 325. А много ли это, мало ли? Для 9 уровня обычными снарядами, да и десятки, а уж тем более восьмерки, вас сюда большинство даже какие-то там голдой пробивать не будут. Это только ПТ-САУ там какие-то, да, либо лазерганы СТ на 10 уровне. А под маской орудия бронеплита снизу 269, 269, вот сюда уже им можно стрелять. Кругляшок, маска орудия невероятно крепкая. В маску орудия этой ПТ-САУ лучше не стрелять. Вот ослабленная зона, соответственно, ВЛД и НЛД. Сюда в определенные моменты можно, но вот в рубку лучше даже не цельтесь. Есть здесь вот это место, вот этот изгиб перед люком, куда еще можно пытаться 265, но лучше не стоит. Лючки, здесь картон, но попробуй в них попади. Там просто полосочка 100. Вот, боковое бронирование нас не интересует, тем более, что оно маленькое, углов горизонтальной наводки орудия эффективно работать от борта вам не хватит. Соответственно, только рубка невероятно крепкая. Итак, по броне разобрались, давайте посмотрим на орудие. Нас здесь по сути только оно интересует. 122 мм пушечка, вот, 390 альфа, хорошая сочная альфа, 258 пробития на основном снаряде, на голде пробивает аж 315. Много ли это, мало? Для 9 уровня вполне себе. 8,6 секунды заряжания на стойке, ДПМ 2721, точность на стойке тоже такая себе спорная, казалось бы 0,4, 2,6 время сведения. И что я хочу сказать, вот в эти цифры я сам лично не верю, потому что, играя на К-91 ПТ, пушка достаточно точно. 0,4 на стойке, не знаю. Мне кажется, здесь есть какая-то ошибка. По полевой модернизации. Смотрим. К прочности ходовой, все круто, в скорости. Облегченную ходовую однозначно. А дальше открываем огневую мощь для 4-го блока. Смотрим. Время сведения, такое 20. Хотелось бы все равно точность побольше, 0,35. Я бы все-таки вам рекомендовал поставить отстройку параллакса. В 5-м блоке, так, незамес после выстрела, хорошая штука. И к обзору. Вот здесь, наверное, все-таки поставил бы настройку инжектора. В 7-м блоке у нас к незаметности, максимальной скорости назад. Естественно, матовые краски к незаметности. Касаемо полевой модернизации. По оборудованию. Прям ПТшка, незаметная, все круто. Но она такая
прям поддержки ваших союзников, поэтому чисто в ней прям в кустах на 100%, конечно, можно стоять, можно накинуть маск-сеть, поставить стереотрубы, будет супер неубиваемая незаметность, вот, хороший обзор, попробуйте, покатайте. Но я вам рекомендую все-таки иногда двигаться, тем более, что у нас есть броня и маленький корпус, вам, ну, в корпус будут стрелять, но не всегда, часто будут и в рубку, а рубкой-то вы будете отбивать снаряды. Поэтому обязательно ставьте в основной слот, дающий дополнительный буст на огневую мощь, досыл. Рекомендую поставить вентилятор и просветленную оптику. Вот такую сборку я от себя рекомендую. Скорость полета снаряда на ББшках, основной тип снаряда, не самая лучшая, менее 900 метров в секунду, а все, что менее 900, мне очень не нравится. А вот голда у нас под калибр летит 1150 метров, что есть гуд. По снаряжению у вас вечная бесплатная ремка, ставите аптечку, ставите автоматический огнетушитель. Я и позволил поставить себе допаек. Экипаж, 5 членов экипажа. Перки вы сейчас видите перед собой в табличке. Да. А что касается УВН, тут все плохо. Прям, реально плохо. Минус 5,5, совок. Да, здесь с этим придется помучиться. Реально не очень. Да. По ХП 1600, и как для такой полукустовой, полуподдержки ПТ универсального, видите, написано 1600, это вполне себе неплохо. Обычно для кустовых ПТ прям оставляют совсем мало ХП. Здесь у нас что-то есть. По мобильности она реально хорошо двигается, подвижная ПТшечка. 52 вперед, 23 назад, и это без турбины. Почти 20 лошадей на тонну. Удельная мощность по незаметности. Смотрите, перк незаметности у меня у 3 членов экипажа до конца не вкачан еще. Да? У нас нету ни маск сети, у нас нету ничего на незаметность. Но неподвижные машины у нас уже 45 почти процентов, движений 29. И это очень круто. То есть она реально маленькая, низкая, незаметная. С этим здесь все ровно. С просветленной оптикой у нас 488 метров. Хороший, уверенный обзор. По самой ПТшке размер ее маленький. Стрелять в нее очень и попадать тяжело врагам. Это плюс. По подвижности плюс. По броне и плюс и минус, помним, да, картон в корпусе. Рубка, конечно, невероятно крепкая. Это такой мини-ПТ ОМОН практически. Было бы еще здесь брони побольше, был прям точный мини-ПТ ОМОН на 9 уровне. Но это не так. По пушке нам все портит две вещи. Это отсутствие УВН и маленькая скорость полета на основном типе снаряда на ББшке. Но в целом, все равно не знаю, играя на К-91 ПТ, получается порой снаряды прям в пиксели ложить. Не знаю, с чем это связано. Я поставил плюс. По обзору однозначно плюс, по незаметности жирнейший плюс. Брать или не брать за жетоны, я бы вам... А что еще брать за жетоны? Там такой выбор уже небольшой. Для тех, кто впервые там проходит боевой пропуск. Первый танк это фаза, второй Чар Футур. Да. Третьим бы я взял, наверное, все-таки Кунзе-Панзера. Четвертым бы я взял вообще Кобру. Да, и потом все бы остальное добирал. Как-то так. Ладно, предлагаю уже отправляться в бой. Погнали, посмотрим, на что она способна. Так, попали на Эрленберг. Попали к 8. Так, ЛТшка у них есть. Бачха 12 тонн. У нас супер незаметная ПТшка. Да, у нас нету маск-сети. Сборка такая. Хотя для начинающих, кто вообще не прям ПТ, скилл маленький, на нее даже у меня, да, подмывает на нее маск-сети, стереотрубы поставить. Но можно на ней, конечно, попробовать и на такой сборке поездить. С маск-сетью, стереотрубы. Да, она будет вообще супер незаметная. Но сейчас потестим на такой сборке. Покончим с ними! У нас конкурент на такой же ПТ-САУ. Сейчас заныкаемся. Оп!
Все, залезли. Скорпа мы не увидим. Да. Скорпа мы не увидим. Ну, LC стоит удобно, по идее. Есть. Это мне нравится. Скорпион в ангар уехал. Все отлично. Первый шот есть. Опа! Хорошо Пиксель. пошло. Вот вам точность пушки у данной ПТшки. Огрели Чар Футура, чтобы он не расслаблялся. Да. Что-то у них ЛТшка не светится совсем на бугру. Хотя ELC должна ее засветить. Ладно. Ту-ту-ту. К-91 вон где он не стоит. Так, 2 шота есть. А надо как минимум 3К напилить. Не меньше. Мне кажется, город у нас перепушен. Нет? Может и нет. А может и да. Поехать отлупить их, что ли? Помочь своим тяжам, даже не знаю. Так, ну тут ничего не простреливается, да? О, засвет. У нас мы уже насветили на 1200. Охренеть. Так, ну арты нету, по идее, пока затерпим. Ну давай, выходи. Пришлось вниз спуститься. Пришлось. Едут. Вот это громадина. Крайне аккуратно играем. Была борта, могли бы мне поднасрать, но ее нет. И это радует. Это радует. Отсутствие арты. Я бы сказал, прям помогает. Вон и бачат засветился. Только он сейчас к горе подъезжает. Не уж в кустах стоял аж.
Даже смешно. Получи! Т-30, я думаю, сейчас сольют. Надо 50 ТП убивать. Миленько. Все. Интересно, где сушка? Рисоваться бы. Было бы неплохо. Куда сушка делась? Ну что, АФК? Мимо. Ну, 3К суммы есть. Сейчас будем светить. По нам сейчас стрелять начнут. О. Еще. О. Есть У меня вертухи. этих мин много. Советская техника, да. Советская. Ух твою мать. Утонул. Ну, ребята, не стыдные 3,5К сумм. Вот такая вот эта ПТшка. Играла я крайне аккуратно, но как есть. Сложность, оно на ней достаточно геймплей, чистая, прям ПТ-САУ, без поворотной башни. Бесповоротный, да. Ну, не стыдное, 5-е место по урону, плюс у нас ассист 1600, 1600, 1900, ну так получается 3500 суммы. Вот, 3500 суммы. Еще раз говорю, возможно, для тех, кто не особо сильно играет на кустовых а-ля ПТ-САУ, хотя она такая условно кустовая, потому что на ней есть какая-то броня, да, можете попробовать, там и маск сети, может быть, даже стереотрубы, но мне вот такая сборка, в принципе, подходит, нравится для моего стиля, для моего геймплея. По 4, по 5-бальной системе, ну, твердую четверку точно есть, хорошее, достаточно точное орудие, хорошее пробитие, есть броня. Да. Так что, ребят, пишите, взяли, не взяли вы такую штуку себе, вот, какое вы на ней используете оборудование, вот, вообще, как в целом она, пишите в комментариях под видео. Конечно, прожимайте лайки, ну и подписывайтесь на канал. А я говорю, до скорых встреч, пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.